Всем здравствуйте, рада вас приветствовать на моем канале. Давайте сегодня посмотрим перемены внутри вас. Как вы изменились за последнее время? Что произошло внутри вас? Какие перемены? Может быть, вы их еще не осознаете. Какие перемены в вас произошли? Так, 3 варианта. Первый вариант. Какие перемены у вас произошли внутри вас? Так, второй вариант. Какие перемены внутри вас произошли? И третий вариант. Какие перемены у вас произошли? Так, выбирайте, пожалуйста, свою позицию. Также можно смотреть расклад целиком. Так, начну я. Первый вариант. Какие перемены у вас произошли? Смотрите, вы сейчас ушли от того момента, когда... То есть вы стали мягче, вы стали как-то мягче, более... То есть ваши эмоции, что ли, они менее болезненны, вот так, если можно сказать, да? Ваши эмоции, они теперь более... Их стало больше в позитивном ключе. То есть вы стали легче относиться, то есть более стойкими к каким-то неприятным ситуациям. То есть теперь вас, моменты, которые прежде вас ранили внутри очень серьезно, теперь они вас могут не задевать. Либо вы как-то по-другому проживаете эти чувства. То есть они вас не затягивают так больше, то есть они не причиняют столько боли, сколько прежде, то есть какие-то негативные ситуации, какие-то, может быть, негативные события, негативные отношения других людей, оно как будто бы вам стало более безразлично. Здесь это говорит о том, что вы знаете теперь себе цену, и как будто бы в вас стало больше позитивных чувств, позитивных, положительных чувств, приятных чувств, чувств любви, чувства светлые, эмоции светлые в вас преобладают теперь. То есть если прежде вы очень сильно погружались в какие-то болезненные моменты, болезненные ощущения, болезненные такие переживания, то сейчас у вас больше, то есть вы можете больше наслаждаться какими-то приятными вещами. Также вы более стойко переносите моменты неприятные, то есть более безразличны, более непоколебимы. То есть те моменты, которые прежде вас выбивали из колеи, то есть то, что у вас выбивали какие-то слова, какие-то эмоции, какие-то поступки людей со стороны, вас могли выбить из строя, вывести из строя, так скажем. Сейчас вы остаетесь в каком-то внутреннем комфорте, внутреннем свете. Я не знаю, это какой-то, не дзен, но тот момент, что вы в благости в какой-то, сохраняете себя в благости, в благодати, я не знаю, как сказать, а еще в хороших, позитивных, правильных, чистых эмоциях, чувствах и вибрациях. То есть вот как-то вы огибаете вот эти болезненные моменты, либо их трансформируете в то, что вы в какие-то хорошие, приятные эмоции, вы их пропускаете как-то через себя, но принимайте их, что ли, боль. Вот, то есть если какие-то негативные моменты, негативные эмоции, что-то, что направленное на то, чтобы вам сделать больно, вы как-то это легко, мягко воспринимаете, и вам не больно. Я не знаю, как вам объяснить еще. То есть вот такой момент.
То есть сейчас у вас больше положительных чувств, больше положительных эмоций, больше энергии принятия, любви, гармонии. Вот гармония внутри вас. Гармония, как-то вы более гармоничны, вы больше не скатываетесь в негативные эмоции, в негативные мысли, вот что-то такое. То есть у вас стало больше чистых, таких правильных, положительных чувств внутри вас. Благодарю вас за просмотр. Так, второй вариант. Перемены внутри вас. Какие внутри вас перемены? Так, тоже хорошая перемена. Сейчас я еще раскрою. Угу. Тоже очень хорошая перемена, хорошая трансформация, говорящая о том, что вы прежде могли накручивать себя, могли пугать себя какими-то фантазиями и в негативном, так скажем, ключе эти фантазии могли быть. То есть, если вы даже, допустим, о чем-то мечтали, чего-то хотели достичь, то вы могли в какой-то момент переключать эту мечту, эту фантазию на негативные аспекты, на то, что вы искали в ней минусы, вы искали, почему это не получится, почему это не выйдет. Вот так как-то. А здесь, сейчас вы больше доверяете, вы больше верите в успех, вы больше верите в то, что у вас получится, что вы достигнете своего. И как будто бы вы теперь не боитесь, то есть вы стали увереннее, и вам вот поэтому и не страшно вот этих фантазий, страшилок, переживаний каких-то, вот таких вот, которые были прежде по каким-то вашим целям, по вашим мечтам, по вашим желаниям, по отношениям. Также здесь их теперь стало меньше, потому что вы уверены в себе, вы уверены, что, вы знаете, вот здесь я бы сказала, что вы чувствуете, что вы достойны большего, и что вы поэтому и получаете, вы поэтому и притягиваете в свою жизнь такие вот хорошие моменты. Да, вы очень сильно поменялись в этом моменте, вот этом колючем, в этом моменте негатива, где вы отыскивали во всем минус, вы от этого освободились, вы ушли оттуда, вы вышли из этой вот обдумывания с негативной точки зрения каких-то моментов. Теперь вы как будто бы больше доверяете пространству, больше доверяете высшим силам, больше доверяете себе и цените больше себя. Вы себя больше цените, вы себя больше принимаете, любите, понимаете, как-то вот так. Вы себя приняли в каком-то моменте. И это очень хорошо, потому что через то, что вы себя полюбили, через то, что вы себя приняли, вы стали увереннее в какой-то, может быть, сфере своей. Вы стали намного увереннее. Вы чувствуете теперь то, что и вокруг вас все меняется. Вокруг вас мир, он по-другому складывается, да? То есть события по-другому складываются. И поэтому вот этот вот страх, он уходит от вас. То есть вот такая перемена, да? То есть вы стали более счастливым. И вы как будто бы вам стало легче. То есть вы стали легче мечтать, строить планы, реализовывать что-то, что-то делать, именно конкретно делать, не просто бояться и находить моменты того, почему вы это не должны делать, почему это что-то не получится, а вы просто берете и пробуете, и у вас получается. Так, вот такой момент здесь, второй вариант. Благодарю вас за просмотр. Третья позиция. Какие перемены у вас произошли? Так. Тоже здесь сейчас раскрою. Смотрите, тоже избавление от тяжелых мыслей, от страшных мыслей, от каких-то моментов, которые блокировали вас, которые не давали вам вашего результата. То есть вы много могли переживать, бояться.
бояться, переживали, что будет сложно, тяжело, вы не справитесь. Страшилок много, вы от них избавляетесь. То есть от каких-то страшилок вы избавились, от больших страшилок внутри вас. Да. Понимаете, здесь, опять же, это тоже может быть также продолжение второго варианта. То, что вы сейчас избавились, да. Этот момент, смотрите, здесь завязан очень сильно был на детстве, на том, что где-то, может быть, в детстве у вас, то есть это освобождение большой программы, такое освобождение произошло у вас, освобождение от того, что где-то вы считали себя недостойным, и тем, кто не сможет справиться, не сможет, у кого не получится, тем, кому тяжело, трудно, что-либо дается, может быть, какое-то новое направление, может быть, какое-то дело, то есть, может быть, вообще, в принципе, все трудно дается, все не получается, чтобы вы не взялись, у вас не получается. То есть это мог быть такая вот программа, которая вас топорила и пугала вас, да, то есть что у вас не получится что-либо, да, что-то не получится. Может быть, страх сделать ошибку также здесь может быть. Вот, и получается, вы освободились от этой программы, от этого детского страха. Почему детского? Потому что здесь очень много карт, которые указывают на то, что это как будто бы из детства было вами посажено в вас, как будто бы, может быть, у вас что-то не получилось когда-то, а может быть даже не единожды, что-то не вышло, и вы решили, что нечего и стараться, потому что вы все равно не справитесь, вам будет очень сложно справиться с какой-то задачей, вы не справитесь. И вот здесь этот момент того, что вы не справитесь, он ушел, он растворился, вы его победили, вы его проработали, вы его отпустили, и вы не боитесь больше действовать, и вы уверены в своих силах, вы уверены, что у вас получается. То есть даже не то, чтобы, что у вас получается, вы хотите действовать. Теперь вы хотите действовать. Раньше вас тормозил страх того, что у вас не получится, потому что это будет очень сложно. Сейчас вы хотите действовать. Потому что понимаете, что вам это по плечу, вы справитесь, вам все удастся, что все получится у вас. Знаете, много старших арканов, потому что действительно большой такой был блок длительный, да, с детства. И говорится о том, что сейчас, даже если у вас что-то не получается, то вы это будете воспринимать как то, что это вам не нужно, потому что это вам вредит. Если что-то не получилось, значит, так было надо, значит, вас уберегли от этого. То есть вы вот так теперь воспринимаете какие-то моменты, что что-то в делах не идет, что как будто бы к вашей цели вы идете, но какие-то препятствия возникают, и вы теперь воспринимаете препятствия не потому что, не как то, что вас останавливает, а как то, что вам сигнализирует о том, что это не ваша, допустим, цель, либо не ваш метод действия, да, и вы прислушиваетесь к этим знакам и получается, достигаете своей цели быстрее, чем благодаря тому, что вы слушаете эти знаки, да, вот так. Так, сейчас неудобно. Что еще здесь мне сказать? Ну, с детской программы вышли, это я уже сказала. Успокоились, вы ее отпустили, это я уже сказала. То есть, да, то есть вы не боитесь больше сделать ошибку, вы не боитесь того, что у вас что-то не получится, и вы не справитесь, либо какой-то путь будет тяжелым. Вы этого больше не боитесь. Да, то есть вот так. Ну, как будто, знаете, наоборот, стали ощущать то, что вас поддерживает Вселенная, что вы идете налегке, что у вас получается. Вот все то, что, знаете, как будто здесь в мою жизнь приходит все то, что мне нужно, те люди, которые мне нужны, те вещи, которые мне нужны, те события, которые мне нужны. Как будто вы с благодарностью принимаете в свою жизнь что-то, что приходит, и вы понимаете, что это вам по судьбе, и вы понимаете, что это от высших сил дары, и вы их принимаете. А если что-то не получилось, если где-то какие-то препятствия, то вы задумываетесь над этим уже не из того, что вы не хороши, не из того, что у вас что-то не получается, вы плохой, а вы уже смотрите на этот момент так, как будто бы если здесь у меня не получается, если здесь у меня какой-то стопор, значит, надо подумать, стоит ли мне туда идти. Значит, что-то, видимо, там не для меня, либо я делаю что-то неправильно. То есть в плане того, что
где-то какая-то ошибка именно не ваша, а именно то, что, может быть, вы хотите не того, что нужно. Вот как-то так. То есть, как-то вот вы отпустили тот момент, что у вас не получится. То есть вы не боитесь больше вот действий. Если вы раньше боялись действовать, что ошибетесь, то здесь сейчас вы не боитесь. И вы доверяете, знаете, вот как будто все, что приходит к вам в ваше пространство, вы понимаете, что в вашу жизнь приходит именно то, что вам необходимо, то, что вам нужно, то, что действительно вам полезно. Вот так как-то. Так, благодарю вас за просмотр. Спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы провели его со мной. Большая вам благодарность за ваши подписки, за лайки и за комментарии. Огромная благодарность. Я вас очень ценю и благодарю вас от всей души. И желаю вам всего доброго. До новых встреч.